Привет всем, Арми! Чингук провел прямую трансляцию, которую позже удалили. Многие предполагали, что компания заставила его это сделать. Смотреть ее было больно, но в то же время очень ценно, потому что мы видели, какой он замечательный. Теперь больно видеть всю ненависть, которую он получил просто за то, что был самим собой. Он не сказал и не сделал ничего плохого. Он просто показал себя с прекрасной улыбкой, скрывая при этом столько эмоций. Мы все можем понять бремя и трудности, через которые он прошел, и все же. С чистым сердцем он все еще улыбался и делился любовью с другими. С каких это пор быть честным и быть самим собой считается ошибкой? Эта индустрия часто полна двойных стандартов и необоснованных суждений. Те же самые люди указывают пальцем на Чингука за вещи, которые действительно человечны. Все, что он сделал, это был искренним. Из-за этого он получил критику, лицемерие реально, и его последствия реальны. И все же Чингук остается символом силы, его улыбка – это форма мужества. Его способ сказать, что он не будет сломлен осуждением. Он сдерживает себя, но его искренность сияет в каждом взгляде. В рекламной кампании Calvin Klein Чингук лежит, и на его левой щеке отчетливо виден шрам. Для многих это всего лишь небольшая отметина, но для Ким Тэхёна этот шрам имеет особое значение. Я помню момент в студии, когда каждого из участников попросили что-то сказать человеку перед собой. Тэхён и Чингук ничего не сказали, но Тэхён медленно наклонился и нежно поцеловал его прямо в щеку, где был шрам. После этого они улыбнулись друг другу, словно делясь секретом, известным только им двоим. Тэхён попытался скрыть свою широкую улыбку рукой, но его глаза ярко сияли. Чингук выглядел удивленным, его глаза расширились, и он нервно заерзал. Его реакция была такой естественной, казалось, его сердце забилось быстрее, их тело говорили громче слов. Тэхён мягко наклонил голову, Чингук на мгновение закрыл глаза, этот момент был искренним и глубоким. Комментарии других участников добавили тепла. Они говорили, что поцелуи в щеку были для них обычным делом, чем-то естественным, как ежедневная рутина. Чингук застенчиво, но гордо улыбнулся. Связь казалась настоящей и крепла годами. Шрам стал символом принятия, символом того, что любовь также означает принятие всех несовершенств. Чингук понял смысл этого жеста, потому что после этого он ни на секунду не отводил взгляд. Тэхён всегда демонстрировал свою художественную чувствительность. В его новом доме висит картина Элисон Френд, изображающая медведя, поедающего мороженое. Британская художница известна своими выразительными картинами животных. Она использует классические техники масляной живописи с современным подходом. Ее персонажи кажутся живыми. Когда Элисон узнала, что ее работа была показана в прямом эфире, она открыто выразила свою благодарность. Искусство стало мостом, соединяющим разные части мира. Более того, Тэхён также владеет лимитированной лампой от Каус. Это не просто украшение, это символ вкуса и воспоминаний. Он также поделился фотографией Берта и Эрнии с улицы Сезам, персонажей, символизирующих крепкую дружбу. Каждый элемент в его доме кажется выбранным со смыслом, не для показухи, а для того, чтобы привнести тепло. Декор дома Тэхёна отражает его личность. Картина с медведем – это не просто милый образ, это напоминание о том, что счастье заключается в простоте. Лампа Каус – это не просто предмет дизайна, это символ того, как искусство может затрагивать эмоции, детали говорят сами за себя, создавая пространство, где он и Чингук могут быть самими собой. Каждый уголок кажется частью истории, как будто дом – это холст для их жизни. Взаимодействие Чингука и Тэхёна всегда демонстрирует связь, которую трудно объяснить. Их взгляды встречаются естественно, короткие прикосновения кажутся значимыми. Когда они вместе, мир вокруг них словно исчезает. Их отношения не кажутся искусственными, они развиваются со временем. От двух подростков, начинающих свою карьеру в индустрии развлечений, до мировых артистов, их связь, кажется, становится все крепче. То, что начиналось как дружба, постепенно перерастает в более глубокую близость. Публика наблюдает за этой эволюцией шаг за шагом, каждый момент становится воспоминанием для поклонников. Их история учит нас искренности, упорству под давлением и верности себе. В конечном итоге, их главная сила не в свете софитов на сцене, это спокойствие их взаимопонимания без слов. Именно это делает их путь таким значимым для многих, и именно поэтому так много сердец продолжают поддерживать их без колебаний.
Их путь никогда не был легким. Быть в центре внимания означает, что каждое движение анализируется, каждое выражение лица интерпретируется, и каждое молчание подвергается сомнению. Однако именно в условиях этого давления их искренность становится еще более очевидной. Чингук продолжает демонстрировать непоколебимую преданность. Он много работает, неустанно тренируется и держится стойко, несмотря на волну мнений, которые приходят и уходят. С другой стороны, Ким Тэ-хён всегда излучает особую спокойную ауру. Его внешний вид, его улыбка, его поведение без слов – все это создает впечатление глубины эмоций, которые не нужно выражать, чтобы почувствовать. Многие пытаются интерпретировать их отношения по обрывкам моментов, по коротким взглядам на сцене, по легким улыбкам за кулисами, по простым взаимодействиям, которые некоторым могут показаться обычными. Но для тех, кто следил за их путем с самого начала, есть некое постоянство, которое трудно игнорировать. Близость, которая не возникла за одну ночь, она формировалась со временем, долгие репетиции, гастроли, смех, слезы и мечты, которые они создавали вместе. Когда обрушивается шквал критики, видна непоколебимость. Чингук никогда не отвечает гневом, он предпочитает молчать и позволять своим работам говорить за себя. Тэ-хён также никогда не колеблется в своей поддержке, даже без громких заявлений его присутствие всегда ощущается. И, возможно, в этом и заключается их сила, не в резких словах, а в последовательности их отношения, в том, как они остаются верны себе, несмотря на такие высокие ожидания. Такая связь не строится в центре внимания, она развивается в небольших пространствах, редко доступных публике. В ночных разговорах, на изнурительных репетициях, в самой комфортной тишине люди могут спорить об определениях, они могут создавать бесконечные теории, но неоспоримо то, как они поддерживают друг друга, как меняется их энергия, когда они стоят рядом, словно находя друг в друге дом. В составе BTS они прошли через множество этапов. От неуверенных дней стажировки до того, как стали мировыми иконами, любимыми миллионами. Слава приносит и свет, и тень, похвала идет рука об руку с критикой, но этот долгий путь также показал рост, зрелость и более глубокое понимание того, кто они есть на самом деле. Возможно, именно поэтому так много AR/MUI чувствуют связь друг с другом, не только из-за музыки, но и из-за подлинности, потому что за идеальной хореографией и грандиозными постановками стоят люди с настоящими чувствами. Это дружба, которая развивается естественным образом, это поддержка, которую не нужно демонстрировать, чтобы почувствовать. Сильная связь не всегда проявляется в грандиозных жестах, иногда она живет в мелочах, в том, как один человек заботится о другом, в улыбке, подаренной. Именно тогда, когда она нужна. В конечном итоге, их история учит чему-то большему, о смелости быть собой. О настойчивости, не теряя сердечной нежности, о том, как продолжать любить мир, даже когда он не всегда дружелюбен. Чингук со своей искренностью, Тэ-хён со своей чувствительностью. Оба показывают, что истинная сила не всегда бывает суровой. Иногда она проявляется в улыбке, которая остается сильной, в непоколебимой позиции, несмотря на то, что на нее влияют чужие мнения. И для AR/MUI, пожалуй, самая прекрасная задача – продолжать безоговорочно поддерживать их, ценить их работу, уважать их частную жизнь и верить, что в какой бы форме ни развивались их отношения, они принадлежат только им, что-то, что растет так, как понимают только они сами, потому что в конце концов, самое важное – это не домыслы, а их счастье. Пока они продолжают искренне улыбаться, пока они продолжают создавать проникновенную музыку, это путешествие всегда будет казаться значимым. И вот история продолжается, не просто о двух известных именах, а о настойчивости, об искусстве, о связях, выходящих за рамки слов, и о надежде на то, что посреди сурового мира искренность всегда найдет свой путь, чтобы проявиться. Built to be rough, but that's what makes a personality is tragedy, bruh.